Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, я почитал ваши комментарии под предыдущими роликами, где я там спрашивал предложения по поводу каких-то неинтересных сборок, которые бы вам хотелось увидеть. И скажу следующее. То, что сборки будут, но не сразу. И, к сожалению, не все, потому что некоторые откровенно не рабочие. Я вот, к примеру, да, с выхода патча, где ЦК изменили, пытаюсь его записать, и у меня тупо это не получается. Он мне идет к 30-му раунду в 3 звезды. Чтобы вы понимали, я там чуть ли ДК в 3 звезды не собираю на 7-м уровне. Ну, я вообще начинал с 6-го, но просто столько времени и раундов прошло, что я уже на 7-м начал ролить. Я чуть ДК себе в 3 звезды не нашел, нежели нашел себе этого ЦК в 3 звезды. Не знаю, у меня какое-то проклятие. По-любому когда-то да получится, но когда это наступит, неизвестно. Вот, некоторые сборки интересные. Там попредлагали, например, мне предложили чернокнижников полных записать через Kiri DS, либо же на свое усмотрение. Также я вот об этой сборке говорил, но мне еще в комментариях не написали. Это взять Скаймага, сделать новую синергию под 4 либо 6 еще лучше богами через Kiri Лину. Суть в чем? Мы ставим новую синергию, ставим Лину, ставим богов и закидываем магическую призму в эту Лину. Если будет Зевс, то там и Зевса можно будет закирить. И суть в том, что лагуна будет лететь по 3 целям минимум. И это прям, если честно, ну это очень сильно выглядит. Поэтому у меня это тоже сборка в планах есть. Они мне напомнили. Ребят, все будет. Зверинец просили записать. Тоже будет. ТБшка. Я так вообще посмотрел, что ТБшка вызвал фурор, потому что все бы хотели посмотреть на ТБ в текущем патче. И, если честно, мне тоже захотелось посмотреть на него. Поэтому все будет. Но не сразу, для этого нужно много времени, потому что с первого раза, я уверен, не получится. Такие нестандартные сборки. Против меня какие-то скилловики играют. Просили еще, кстати, записать лютый пандапад. Поэтому я тоже запишу этот лютый пандапад, но вы сами понимаете, да, что такое лютый пандапад. Это что-то на фантастическом. Короче, что я сегодня хочу? Я вот начал воинов изначально собирать, поэтому я сегодня хочу именно сыграть на воинах. Там есть пудж из нежити, и хочу ли я его себе в пачку? На самом деле не особо хочу. Не буду я пуджа пытаться найти через пак мертвецов. Ну, это хрень. Вот серьезно, 450 чистого урона раз в 5 секунд. Если бы там стан был, тогда бы да. И без маны там бы было вообще прикольно. А так как стана нету, ну, как по мне, это будет очень слабо. Поэтому давайте зарандомим. Понял. Мне упала шапка-ушанка, чтобы чисто хпшки себе прибавить. Вообще не тот предмет, который мне нужен. В общем, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Ну, а кто еще не поставил свой лайк, то я уже уверен, что вы ставите свой лайк, оставляете комментарий в конце этого ролика. Ну, а кто не подписан, я уже уверен, что оформил мою вот эту вот подписочку. Ну, а кто может стать спонсором, то, соответственно, милости прошу к нашему шалашу. Ссылочка закреплена в описании, как стать спонсором, и на телеграм-канал тоже. Вот. Сегодня будем играть на воинах. Есть 3 легендарных воина. Хочу вот чисто, знаете, мужицких 9 воинов собрать. Ну и 10-го кого-нибудь додокину. Там от ситуации буду уже отталкиваться. Но на самом деле можно будет поставить здесь 4 зверя, потому что есть собака, есть тусик, горный вождь и... Ну, 10-м персонажем кого-нибудь да можно будет докинуть. Но это если мне будет так надо. Но я не уверен, что это мне будет так надо. Короче... Посмотрим, как оно будет идти, и будем отталкиваться уже от ситуации. Потому что, как минимум, на 10-й слот тут есть дизраптор, который, ну, смотрится как-то, знаете, намного перспективнее. Минерчик тоже неплохо смотрится. Кстати, воины нормально мне так сыпятся в этой игре. Я согласен. Ставлю баф орков. Закидываю сейчас все предметы Джаггернаута. Мне, кстати, там писали в комментариях, типа, Саня, ну пора расчехлить Джаггернаута с бесконечной крутилкой и все дела. Ребят, я сразу говорю, эту идею я 100% не буду поддерживать. Почему? Потому что Джаггернаут это мусорный герой сейчас. Урона у него минимально. Даже с посохом 3-го тира там урона будет как кот наплакал. Да, ты там ему можешь предметы на скорость атаки накидать. И, соответственно, крутилка будет намного быстрее срабатывать. Чаще, точнее, чаще будет срабатывать. И ты типа будешь разваливать. Но на самом деле нет, ребят. Это очень плохо будет. Он чел себе нашел 2 Марси, 2 Пант. Норм. Считаю. Добротно. Добротно дал мне по лицу.
На самом деле, я скептически отношусь к воинам, потому что на воинах, ну, воинов очень легко контрить. Вот, что бы кто ни говорил, воинов в действительности довольно-таки очень легко контрить. Элементарно в игре есть миллиард чего, как законтрить этих воинов. Поэтому просто покажу вам, как они себя чувствуют в целом. Вот, это моя первая игра на воинах, и чисто если бы я не увидел, на самом деле, 3 легендарных воинов сейчас в игре, я бы даже не пробовал на них играть. Элементарно я могу сделать себе Керри Свена, могу сделать себе Керри Берсерка, Горный Вождь будет, который, ну извините меня, нормально контроля вкидывает. Это еще такой, знаете, мясистая фигура, особенно если в 2 звезды собрать. У нее там и урона с руки неплохо, и хпшки неплохо, и защиты неплохо. Короче, это кусок мяса, который еще и может поконтрить. И на самом деле, Горный Вождь, я его как-то, знаете, сильно недооцениваю зачастую, но чисто из-за того, что ему очень легко скинуть его способность. Там элементарно любой стан, любой контроль, там что-нибудь такое прилетит, и все. Ну, Горный Вождь неактуальный становится. И это бесит меня, если честно. Тиник, давай! Ну, добей, добей, добей! Хорош, хорош. Я думал, не добьет, если честно. Так, мы уже в 40 минут вышли. Что у нас по реликвиям? Шлем Ареса, мастерская Бума, реликвия яиц. Ну, в принципе, неплохие есть реликвии. Там уже Марси в 2 звезды. Я, кстати, хочу Марси записать. Вот, кстати, можно будет попробовать записать Марси через Пандапад. Я думаю, будет прикольно, да? Я думаю, даже будет очень прикольно. Надо попробовать. Надо попробовать. Уверен, будет очень даже хорошо. Короче, я уже задумался, знаете, уже о будущей сборке, которую можно будет в будущем собрать. Тут у челика идеальный Хускар, молнии, палка, минус броня. Сочный. Ну да, ну да. Красиво жить не запретишь, да? Мне шапка-ушанка, тебе молнии. Хоть бы медальон 2-го тира упал, который на броню и возвратку. Ну ладно. Грустно, печально, но да ладно. Я надеюсь, что мне повезет просто. Сейчас поставлю немножко полуорков, посмотрю, может контроль зарешает. Но просто если ты только открываешь таблицу игроков, смотришь, тут такие гигантские типы, что аж диву даешься. Ну, кроме чувака на лустрике. Все остальные нереально гигантские. Да. Ладно, какую я реликвию бы хотел? Ну, я думаю, что можно было бы, конечно, шлем Ареса. Чтоб я 7-й уровень себе взял, активирую шлем Ареса. И может быть, бог рандома мне там подкрутит чуток. И мне упадут легендарные фигуры. Еще и нужные фигуры. А если керить кого-то в воинах, и вот есть несколько сейчас стилей игры на воинах на самом-то деле. Типа можно играть через возврат урона, но это нужен тогда Хускар. А можно играть через Берсерка, либо же Свена в текущей игре, и нормально так расчехлять. Потому что Берсерк с руки со своих топоров невменяемое количество урона вносит. Ну, наконец-то мне усиление пришло. Так, берем уровень. И вот так вот 6 воинов ставим. Все. Вот теперь по кайфу чисто. Так, предметы закидываем в Хусика. Шапку-шанку я тоже думаю закидываю в Хусика, потому что чем больше у них хп, тем, соответственно, дольше поживет, тем, соответственно, больше настакает своих копий, вот этих огненных. Вот. Буду керить его пока что. Ну вот, короче, если играть через возврат урона, то Хускар это самое то, потому что у Хускара есть свой встроенный хп-реген. И если бы, знаете, было как раньше у воинов, когда ты маску 5-го тира одеваешь, и весь чистый урон, который возвращается с энергией воинов, ты мог отхиливаться, то игра бы на воинах еще играла, точнее, заиграла бы как раньше, а не как сейчас. Потому что как сейчас, ну, как по мне, наверное... Кстати, я хаотичный договор возьму. У меня есть 5 лустрик. Я сейчас активирую хаотичный договор. И тупо буду сидеть через лустрик. Почему бы и нет? А там я, если... Ну, у меня просто не сильный стол, да. У меня типа 6 воинов есть. Но мои противники... Ну, как-то поплотнее выглядят. Поэтому я сейчас активировал хаотичный договор. Буду играть на лустрике. Потом еще и предмет 3-го тира получу. А вдруг что-то полезное упадет, да? Так вот, вернусь к теме по поводу того, как можно играть на воинах. Смотрите, на воинах есть 2 типа игры. Как я уже сказал, это можно через full возврат урона играть, но для этого вам необходим будет там щит 3-го тира, кираса обязательно, потому что не будет кираса, будет очень грустно. И напомню то, что воины там возвращают урон.
от своей брони. Там множится урон, и чистый урон возвращается. За каждую тычку, тик, там все что угодно, короче. За каждый удар способностей и тому подобное. Короче, если вы, допустим, взяли Хускара противники, ну, точнее, Хускара у противника вашего, у вас, допустим, Кираса и... там вражеский Хускар керри. Так он настакал свои эти вот копья, так он сам себя сожжет. Причем в легкую сожжет. Вот. Потому что воины вот, будут возвращать урон с помощью своей брони. А второй вариант — это игра через определенного керри. Тоже можно использовать Хускара, можно использовать Кунку в плане того, что там, чтобы там через прокаст его играть. Да, там берете после 3-го тира, рефрешер и просто кораблями засыпаете. Ну, если он у вас в 3 звезды. Либо же в 2 звезды с Аганимом. Но это, мне кажется, не особо рентабельно, потому что там у корабля довольно-таки долгое КД. Намного рентабельнее это если взять... не Кунку керри все-таки, а вот керри Хусика условно. Либо Дума керри тоже. Дум керри, кстати, неплохо так наваливает урона, потому что урон с руки у него добротный, у него есть дебаф свой встроенный. Минус в том, что у него есть мана, и там, если у противника будет антимах, он может вас просто почикать немножечко. Наверное, так возьмет, так вот яички чик-чик-чик. Блин, ну тут Марси в 2 звезды, я ее, к сожалению, никак не тащу. Давай. Ну, хорош. Не, ну по минус 4 получать это еще как-то по-божески. Я думал, что я намного больше буду получать. Ну, тоже пойдет. Идем тупо в уровень. Мне как бы пофиг. Плевать плюс плевать. И можно играть еще через Керри Свена, либо же через Керри Берсерка. Но, как по мне, Керри Берсерк намного актуальнее смотрится, намного перспективнее, потому что у Керри Берсерка есть топоры, которые нереальное количество урона вносят. Замедление от этих топоров, они часто срабатывают. И урон по области. И скорость атаки у него очень приятная, 0.9. По сравнению с тем же Свеном, ну извини, Свену надо еще и скорость атаки набрать. И демонов убрать, потому что если ты демонов оставишь, то у тебя Свен не будет бить чистым уроном. А если у противника будет антимаг, то, соответственно, твой Свен не будет бить чистым уроном. И пока он занесет вот этот вот свой меч над своей головой, чтобы казнить своих врагов, ну, пройдет век. Серьезно, пройдет век. Вот это там у чела винстрик вкусный. Как же я хочу его забрать. Просто 8 винстрик. Я хочу этот винстрик. Но, если посмотреть на мой стол, то он у меня пахнет такой бедностью. Да. Вот у меня 2 фигуры в 2 звезды. Керри нету как такового, потому что Хускар в 1 звезду это, конечно, сильно, но это такое себе. Он у меня такой очень плотный. Можно было бы, конечно, взять предмет на броню 1-го тира. Но тоже такое. Можно, кстати, знаете еще как играть? Можно играть через 3 волшебника на воинах. То есть ты берешь себе Керри Хускара, берешь себе там бревно. Сразу говорю, синергия воинов работает только на самих воинах по увеличению урона. А возврат урона работает от всех союзных фигур. То есть у вас есть тренд, на него синергия воинов не работает, но работает последний уровень синергии воинов. То есть вас бьют, и, соответственно, то количество брони, которое у них есть, он тоже отражается в виде урона. Но вот это вот все увеличения брони работают только на самих воинах. Так, я не понял, я заслужу сегодня 7-й лустрик или нет? Так, собака пришел, хорошо. Можно будет немножко бафа людей поставить, кстати. Можно на несколько раундов сейчас, конечно, поставить панду. Вряд ли, конечно, что-то хорошее принесет. Но плюс 10% урона. Как кот наплакал, ну пусть будет. Скажем так, будет вот это вот... как она там правильно называется? Не вспомню, как она правильно называется. Вот это вот мишура, знаете, типа перед глазами. Только не так она немножко звучит. Ну, короче, эффект видимости, что есть импакт. Так перефразирую. Я надеюсь, что у меня сейчас какие-то молнии упадут. Потому что вот если на Хускара посмотреть, он типа нормально урона вкидывает. Но вот с молниями было бы намного как-то приятнее видеть его урон. Дай молнии. Молнии хочу. ЦК пришел. Ой-ой-ой. Да ёп.
Ладно. Короче, я рассчитывал на то, что я сейчас зарандомлю, мне упадут молнии. Но... Санечка, Санечка, болт тебе на 28, а не молния. Ну, обидно чуть-чуть. Чуточку, но обидно. Там уже Скайф 3 звезды. Эти есть. Неприятные типочки в виде жрецов. Медальон сразу вот так вот возьму. На самом деле, я не ожидал, что я сейчас рольну, и у меня с первого раза упадет медальон против жреца. Опа, чел с винстриком. Не, ну у него стол огромный. У него и тинкер там огромный. Не, ну может и получится забрать. А ну-ка, ребят, держим кулачки сейчас за меня. Держим за меня кулачки, что сейчас заберу у него винстрик. Давайте, гасите, гасите, гасите этого тинкера, гасите. Заберу. Заберу. О, да, 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 да. О, да, детка. О, да, детка. Хорош. Вот это то, что доктор прописал. Как там говорится, знаете, в меме, типа, 2 раза в день делай это упражнение, спина никогда в жизни болеть не будет. Ну, так а тут надо было, чтобы какое-то падение было интересное, знаете, там, чтобы просто прям выгибался спиной. Ну, тоже пойдет. Чел там на чем-то максимально интересным играет. Не знаю, ставить панду пока что или ну его в баню. Опа. А у меня медальон в Фускаре. И что ты мне теперь сделаешь? Не, ну, кстати, надо тоже будет как-то попробовать записать жрецов через зомбаря. Я записывал зомбаря с банши, а вот конкретно с самого зомбаря в соло я еще не записывал. Вот, кстати, напишите в комменты, хотите ли вы увидеть зомбаря в соло? Вот именно 3-звездочного зомбаря, там через, ну как-нибудь, короче. Просто как керри зомбарь. Я думаю, это будет прям хорошо. Поэтому что думаете, напишите в комменты. Блин, мне бы хотелось поставить баф магов, но по факту не поставлю. Ну и хрен с ним. Поставлю себе вот так вот немножко бафа людей. Пусть будет. Сейчас, если меня в ближайшее время не вынесут перед мобами, на 19-м раунде мне надо будет проиграть раунд. Поэтому я сделаю все для того, чтобы проиграть один раунд. Вот, там 6 богов, кстати, собирается, интересно. Что-то еще хотел такое сказать по поводу сборок. Ладно, пока что ничего в голову не приходит. Как вспомню, так я сразу и скажу. Вот у меня была идея, знаете, такая в голове, которую я хотел вам озвучить, но из-за того, что винстрик был, я и забыл. Ну, когда винстрик сбил, у меня из головы тупо вылетело. Чисто эмоции перебили мою мысль. Бесит такое, знаете, а потом у меня в душе и в голове чувство недосказанности. Вот, знаете, такая, как кошка шибется по душе, такая: Санечка, ты там что-то хотел сказать? Санечка, ну надо сказать тебе так-то, ну, ты забыл. Бесит. Кого еще такое бесит? А ну-ка, напишите. Потому что меня на самом деле это раздражает. Я, кстати, поставлю себе вот так вот баф людей. А стол надо сделать, ну, максимально слабым. Хотя пусть стоит тусик. О, отлично. Я же проиграю раунд, надеюсь. Человек, кстати, будет через Дарксира играть. Необычно. Через Дарксира и Шамана Лавы. Ага. Так, 7-й лустрик я получил. Вообще все прекрасно. 9-й уровень имеется. Сейчас буду смотреть, что мне придет из реликвии. Может, мне упадет шлем РСа. Я возьму шлем РСа и начну ролиться просто на 9-м уровне все 10 раундов, пока у меня будет активен шлем РСа. Дай бог. Если бог рандома сегодня на моей стороне, то я найду рано себе легендарные фигуры. Когда я там в последний раз после хороших игр находил себе рано легендарные фигуры? Когда это было? Я вот не помню. Эх. На последний месяц чел тоже хочет собрать себе воинов. Создает мне нездоровую конкуренцию. Тип играет через 6 рыцарей. Кстати, писали по поводу древних и 6 рыцарей. Тоже, ребят, эта сборочка у меня в уме есть. Хочу попробовать. Как она себя будет чувствовать в текущем патче. Там чел еще и себе новую синергию реализует. Интересно, получится ли у него.
На самом деле новая синергия, она довольно-таки интересная, потому что у тебя не только способности таргетные по 2 целям летят минимум, так они еще и предметы сделали, то что будут лететь по 2 целям минимум. Это ж вообще кайф. Мне, кстати, упали хорошие реликвии. Монетку не хочу. Хочется взять реликвию яиц, но я возьму сумку Пандамена, потому что я достигну определенного уровня и... О. Хотелось бы мне взять мифриловый доспех, но не буду. Не буду. Я возьму предмет на урон. Всегда хорошо взять предмет на урон, лишним явно не будет. Причем минус 15 брони давать стычки. Когда у меня и так определенного керри нету. Я думаю, это то, что доктор прописал. Чел на первом месте сделал себе керри Тинкера через 6 богов. Хочется пойти в уровень. Вот на самом деле, посмотрите, 21 раунд. Стол моих противников и мой стол. У меня кроме уровня, ну по факту ничего нет. Где мой Кунка, где мой Дум? На такой стадии игры мне, как контент-мейкеру, надо немножечко подкрутить. Давайте сюда Кунку в 3 звезды, давайте сюда Дума в 3 звезды. Чтоб на 25-м раунде у меня все было в 3 звезды. Не, ну это я слишком сильно губу раскатил. Дайте, пожалуйста, хотя бы в 2 звезды. Давайте вот немножечко поныл. Все. Ожидаем. Фулл эльфа. На, крит. Чисто. Хорош. Я ж выиграю раунд, надеюсь. Один типок уже вылетел. Угу. Кунка. О, ребята, нытье в действии. Поехали. Ну, коток, кстати, 2200 урона нанес на секундочку. Поэтому продаем ЦМ-ку, берем котла. Не знаю. Я не хочу котла в 2 звезды брать, поэтому продам. И селедку я не хочу брать. Тут магов, ну, есть, конечно. Но не прям, чтоб сильно. 9 воинов пока что не буду ставить, я подожду уровень. На 10 уровне уже все поставлю как надо. Предметы сейчас закину Кунку. Мне кажется, так будет профитнее. Тут тролли собираются. Непонятно, конечно, через кого. Скорее всего, через Пусика. Ну, тут больше и вариант без вариантов, как бы. Пусик с маской 5-го тира. Сочувствую, сочувствую. О, так я его, по-моему, вынес. Да? Да, минус 12 чисто. А, минус 14. А что это означает за подкрут, а? Что это за подкрут такой? Но мне нравится. Давай, продолжаем в том же духе. Нужно Кунку в 3 звезды. А там сверху можно еще и Думчика в 3 звезды. От Дума в 3 звезды не откажусь. Дум всегда хорошо. Потому что зачастую может как надо закинуть свой Дум. И вы из-за этого игру затащите. Поэтому если вам Дум упал, зачастую его берите. Во множество сборок заходит как влитой, как родненький. Чего? Ты чё, рофлишь? Прикиньте, чел на 8 уровне нашел себе минера в 2 звезды. Сильно. Но пока там перчатки 5-го тира нет, мне в принципе как-то особо плевать на его мину. Просто у меня все такие худенькие, и из-за этого он меня так снес. В дальнейшем такого не будет происходить. В дальнейшем все будет нормально. Больно так-то. А не больно, минус 9. Не, ну Тайда я не хочу брать. Тайда брать я не хочу. Объективно говоря. Ну тут просто магов нет, понимаете? Мне от этого Тайда как-то, ну, ни холодно, ни горячо. Тинкер там хоть и в 3 звезды под 6 богами. Вернись, пожалуйста. Спасибо. Меня иногда так это бесит, когда ты вылетаешь. Знаете, что, когда меня именно бесит, когда я вылетаю из игры? Ого. А легионка там, кстати, заряженная. С очищающей сферой, все как надо. Тут чел с горным вождем. Это никак надо. Это неприятно. Короче,
Меня бесит, когда ты вылетаешь, когда вот, знаете, ты начинаешь ролиться, у тебя полный стол фигур, ты вылетаешь, теряешь драгоценнейшее время и тупо ничего не можешь с этим сделать. Вот это меня прям люто бесит, когда ты тупо потом ничего не можешь сделать с этим. И все, хоть ты тресни. Так, кто-то уже вышел. Че вылетел? Так, Кунка в 2 звезды, хорошо. А что там? А где там Дум? А Дум сегодня выйдет погулять? А то как-то хочется. Хочется и колется. Хочется Дума. Дайте, пожалуйста, мне Дума. Не знаю, не ошибка ли то, что я скипнул Тайда? Ну, блин, нет, ну на самом деле Тайд хорош. Кто бы что ни говорил, мне сейчас кажется, то, что это я ошибку сделал. Что скипнул Тайда. Надо было Тайда оставить. Гиперстон. Хорош. Нормальный так-то предмет. Вот так сейчас сделаем. Опять селедка идет. Селедочка под шубой. А вот и Думчик. Вот это то, что нам надо. Квапа тоже, кстати, хороший герой, поэтому Квапу мы берем. Квапу можно брать. Не то чтобы можно, а то, что нужно брать. Два Марса по одной монетке. Я думал, что один Марс у меня хотя бы за 0 монеток будет. Ладно. Так. Не, ну на самом деле Квапа под воинами. Мне кажется, Тайт намного бы лучше смотрелся под воинами, потому что можно было бы поставить еще и селедку, который потом в итоге в конечном давал минус 20% от урона способностей. Так, чел с легионкой. Здорово. Это плохо, то, что там чел с легионкой, потому что он выключает синергию воинов, и урона у него, я смотрю, прям нормально там. За глаза, так сказать. Но у меня просто очень слабый стол, понимаете? Я его не затащу. Да, я его не затащу, к сожалению. Как бы мне не хотелось, к сожалению, его я не затащу. Ну, хотя бы легионка умерла. Ну, хотя бы легионка сдохла. И урон себе не повысит. А Кунка сейчас не затащит. Бэмс! Вот это корабль полетел. Чисто черная жемчужина капитана Джека Воробья. Не, ну ты гадина, а? Кунка мне сейчас хорошо идет. А что-то типа усиления на 27-м раунде, как бы, ну, должно быть уже. Например, там, Усик 2 звезды. Чел на втором месте мне не нравится. Он может собрать себе полных шаманов. Нефритовый генерал у него есть. Пу-пу-пу. Что же делать, что же делать? Блин, на самом деле... Ну, что делать? Просто ждать усиления и все. А тут больше ничего не придумаешь сейчас. Тупо надо усиление. Будут у меня фигуры в 2 звезды, я вообще могу никого не бояться. С фигурами в 2 звезды я буду разрывать 7-5 точку на раз-два. Кораблик, кораблик, кораблик. Хорош. Ничья хотя бы. Блин, эти фигуры раскрыты. О, это хорошо. Вместо эгиды поставлю. Минерчик. Спасибо, но не надо. Ханчик. Здорово, плюс 5 монет. Да. Это проклятие, отвечаю вам, ребят. Раз, два, три, четыре. 4 фигуры в 2 звезды на 28 раунде. Сильно? Я считаю, это очень сильно. Не, ну можно будет вдруг чего вместо Квапы поставить себе 4 зверя. Но мне кажется, это будет не то пальто. Лучше поставить какой-либо контроль. И вот поэтому я говорил о Тайде. Типа Тайд может хорошо меня защитить. Как-никак огромный стан по области. Хотя и Квапа тоже неплохая. Она дает крик.
Ломает всем позиционку, наносит чистый урон. Кораблик полетел. Бэмс. Дум полетел. Хорошо. Горный вождь у меня пока что ФК стоит под дизраптором. Снесет меня. Ой, снесет. Не снесет. Не снесет. Хорошо. Хорошо. Отлично. О. Я не буду сейчас спешить по поводу реликвий. Ой, по поводу роллов. Потихоньку, понемножку буду ролиться. Потерплю 30-й раунд. Посмотрю, что на 30-м раунде мне упадет. А дай бог мне упадет реликвия яиц. Это ж вообще имба будет. Может, ну хотя мне на самом деле мастерская бума нужна. Если глобально подумать, то в действительности мне мастерская бума нужна. Мне нужно кучу предметов переделать. Мне не нравится эта легионка. Она сильная. Если чьё-то найдет себе еще и хорошие предметы. Ну вот, кстати, мы можем сейчас наблюдать противостояние синергии воинов против синергии рыцарей с керри легионкой. Вы же там хотели посмотреть? Урона там, кстати, у легионки, ну... приемлемое количество. Какой же шикарный Дум просто полетел. Вы просто обратите на это внимание. Дум тупо в Тинкера полетел. Тинкер просто на чили, на расслабоне. Все, пока... У-у-у! Еще сильнее. Боже. Не, ну такие приходы мне нравятся. Кому такие приходы не нравятся? О. Оу, май. А можно еще одного тролля, пожалуйста? Дайте на сдачу. На сдачу дайте мне еще одного тролля. На автопокупку поставлю сейчас нужные фигуры. Короче, держим сейчас за меня кулачки. Мне нужно 2 реликвии. Одна из двух, даже 3 реликвии. Там есть рейд ночных зверей, мастерская бума и реликвия яиц. Одна из 3 реликвий мне необходима. Вообще, в идеале, конечно, это чтоб рейд ночных зверей упал. А то, мало ли, игра затянется до 40 раунда плюс, а вот рейд ночных зверей мне прям очень хорошо поможет. Предметов насыпет столько, сколько моей душе угодно. Поэтому сейчас держим кулачки, чтобы упал рейд ночных зверей. Я думаю, до 35-го раунда мы 100% проживем. Ну давай. О. Это, конечно, не рейд ночных зверей, но мне, в принципе, эта реликвия нравится. Сейчас бесполезные предметы возьму, скипну. О, а вот это самый сок. А вот это я считаю, что самый сок. Все отлично. У меня сейчас у берсерка нет столько урона с руки, чтобы у него прилетало безоружь, поэтому он у меня будет чистым уроном их душить, это раз. А во-вторых, безоружь будет прилетать в кунку, который, в принципе, с руки особо не дамажит. Он дамажит со своих кораблей и возвраткой. Мне бы, конечно, еще и предметы понаходить более приятные. Так, вот так вот сделаю, потому что предмет первого тира на минус броню он мне вообще не нужен. А топоры, если что, не включают в себя модификацию атак, поэтому нет смысла от первого тира. Гигантский там, если что, гигантская там, если что, легионка. Понимаю. Там Челси берсерка нашел. Но меня на самом деле смущает еще то, что тут горный вождь у него с аганимом. Если он соберет его в 2 звезды, либо дизраптора в 2 звезды. Не, ну дизраптор в 2 звезды это такое, потому что дизраптора я быстро схаваю, плюс у него там синергия шаманов стоит, поэтому дизраптора можно не опасаться от слова совсем. А если даже он кастанет свою тучку, он сам себя спалит просто и все. Поэтому дизраптора мы не опасаемся, а вот горный вождь может натворить проблем. Кстати, наныл. Несколько усилений тупо сюда. Кстати, предметы надо перекинуть сейчас в Дума. Вот так вот. 280 урона у него с руки. Внимательно за этим слежу, потому что если у меня берсерк будет стоять АФК, мне от него толку особо нету. Опять тайт идет. Но у меня уже квапа есть, поэтому я не особо хочу тайда.
Мне Квапа как-то больше нравится, потому что все-таки как крикнет. Станы есть у меня горный вождь, у меня кунка. Этого, в принципе, должно хватать за глаза. Опасаюсь это легионки. О-о-о. Это не есть хорошо. Он может Квапу под 6 богами сделать керри. Будет да более неприятно. Бэмс, ровно минус 18. Ля, еще и еще и Свенчик пришел. Блин, ну Аганим хорошая тема, но я хочу зарандомить. Ладно. Я рассчитывал на то, что мне упадет Кираса, если честно. Я думал, что у меня упадет Кираса, у меня будет по области броня. Соответственно, мои воины будут намного сильнее, намного живучее, плюс скорость атаки будет. Ну, чего нет, того нет. Чела Дизраптор 2 звезды. Но я его понимаю, почему не хочет Аганим закидывать в Дизраптора. Хорошо, что у Квапы нету Аганима. По предметам ему на Квапу не особо-то повезло, но у него там БКБ есть. Намного бы лучше ему бы повезло, если бы у него условно там мифриловый доспех был и Аганимчик. Вот тогда бы у него игра заиграла иными красками. А так, когда у него такие предметы, ну... Ему будет тяжело. Хотя Дизраптор на самом деле контрит топоры моего тролля. Что на секундочку, если что, важно. Потому что топоры тролля — это активная способность, с помощью которой он дамажит. Ой-ой-ой, чисто на одном хп я живу. Ля, как повезло. Не знаете, от этой игры аж в горле пересохло. Я сейчас, кстати, берсерка на другую сторону перекидываю, там где поменьше народа, чтобы он у меня не стоял под тучкой, потому что пока он стоит под тучкой, он не может активировать свои топоры. И для меня это плохо. Щит 5-го тира. Блин, да что ж такое, в глаз что-то попало еще сверху. Алло! Жизнь в глаз попала, успокойся. Не нравится мне эта Квапа. Поставлю чуть ближе к первой линии, чтобы Квапа прыгала за спину к моим героям и никого не забашила. Ребят, кто не знает, как работает башер вот этого вот 4-го тира, то этот башер 4-го тира работает вокруг вашей единицы в радиусе одной клетки. И если что, то она атакует, дает стан в ту цель, которая по цене продажи выше всех. Если таких фигур несколько, то самая первая ближайшая фигура получает. То есть, условно, у вас, допустим, 2 фиолетовые фигуры в 2 звезды, одинаковой ценности по продаже, то, соответственно, та цель, которая будет ближе, та будет и от башера в стане. Некоторые просто не знают механику этого башера 4-го тира. На самом деле предмет очень хороший, но если у твоего противника нету щита 5-го тира, потому что если там будет щит 5-го тира, ты сам себе стан вернешь. Блин, как хорошо сейчас пришло. Ну все, на самом деле, по сути, я упакованный. Мне сейчас только свою сборку предметами допилить, и все будет идеально. Кираса мне нужна 100%. Ну там посмотрим, смотря что мне за предметы еще упадут сверху. Если хорошие предметы упадут, то вообще по кайфу. Просто мне бы вот такие предметы... Криты можно было бы взять. Но я думаю, Кираса самый востребовательный для меня предмет. Чел на первом месте играет вообще непонятно какой сборки. У него чуть-чуть шаманов, чуть-чуть кунг-фу, чуть-чуть горна, чуть-чуть орков. Много панд. И антимаг. Чел нашел себе арчит. Понимаю. Не знаю, зачем ему арчит, но в принципе пусть будет.
Шар бездны упал, который мне не нужен, потому что здесь особо-то и магов нету. И БКБшка, которая мне нужна. Вот БКБшку я приветствую. Палка первого тира хоть и дает мне скорость атаки. Там 0.4 меняется 0.05. Но, как по мне, это такие себе значения. Мне кажется, так я профитнее поступил. Пусть будет так. Жалко, конечно, что у меня не было рейда ночных зверей. Я бы сейчас столько предметов получил. Тип, который легионку собрал, он, наверное, так в обиде сидит. Ладно, возьму скорость атаки. Хотя шарбезный пусть будет. Я думаю, шарбезный лишним не будет. Гоним наследие духа огня. Рефрешер. Не, ну просто там дизраптор. Вот у меня как раз шарбезный есть против этого дизраптора. И этот дизраптор просто сам себя сожжет. Даже если он нанесет 2 тучки. Слишком много урона ему будет возвращаться. Кстати, типочек. Здорово, на легионочке, как дела? Щиток 5-го тира плохо прокнул. И отлетает. Минус 22 сюда. О! Все. Ай-яй. Гиперстона дама, возьму себе Мьёльнир. Мьёльнир все-таки хорошая тема. Ты бьешь, есть вероятность, что молнии прокнут. Тебя бьют, есть вероятность, что молнии прокнут. И, соответственно, еще и скорость атаки у тебя хорошая, стабильная становится. Мне, кстати, одного кунки не хватает до 3-звездочного адмирала кунки. А то я все время говорил на него капитан Кунка, а по факту это адмирал. Меня в комментариях поправили. Поэтому, ребят, просвещаю и вас, как говорится, в своих-то познаниях игровых. Ой-ой-ой, как я его смел. Это сильно. Просто бэм с минус 21 сюда. Я полностью сейчас из экономики выйду. Получу яйцо вот так вот. И сделал себе адмирала Кунку. С кораблем 3 звезд. Можно было бы, конечно, сейчас и расстановкой поиграться, чтобы вражеский антимаг не присасывался к моему Кунке. Да не, если я поставлю на середину, то там будет Горн. Хотя, он же топоры свои кидает, этот тролль. Поэтому, в принципе, на этот Горн должно быть плевать. Сейчас проверим, насколько оно будет плевать. Бемс, бемс. Ну, по сути, плевать. Но вот эта вот тучка, она, конечно, очень душит. Я, по-моему, кстати, раунд проиграл. Трехзвездочный антимаг появился. Или не проиграл? Не проиграл, нормально. Я что-то подумал, что я проиграю раунд. Хорошо. Живем. Берсерк, возвращайся обратно. Так, Кусик, 3 звезды. Там чел пишет, отдай все предметов шамана. Не-не-не. Не слушай его. Не, на самом деле, типа... Он мог бы попробовать на один раунд поставить себе Кири Дизраптора. Но он быстрее себя сожжет. У чувака, если честно, максимально непонятная сборка. У него что-то там по чуть-чуть того, там по чуть-чуть того, там по чуть-чуть того. И по итогу все равно занял 2-е место. Но вот это вот, то, что там чуть-чуть, тут чуть-чуть, это, конечно, следующий уровень игры. Доспех экзорцизма есть. О, нормально, 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 живем. А он, по-моему, отлетел. Ля ему просто минус 26 туда-сюда, между глаз. Блин, ну хорошая игра получилась. Чисто мужицкие воины. Реально.
тип на втором месте. Имел и себе генерала. Короче, он там максимально непонятную сборку себе сделал. Вот просто посмотрите, 2 орка, 2 бога, 1 горн, 1 шаман. Я даже не знаю, как это объяснить словами. Что это вообще такое у него? Ну, чел на 4-м месте, конечно, респект. 4 тролля, 6 рыцарей, легион Кокери. Прям красавчик. Блин, ну я не знаю, вот что сказать за 2-е место. Каким образом он вообще зашел в топ-2? Имея такую неразбериху у себя на столе. Но по фигурам его там, конечно, хорошо пошло. Я думаю, что все-таки, если бы он себе сделал керри Дизраптора, он бы сам себя сжег. Дизраптор бы быстрее сдох, нежели бы он меня законтрил каким-то либо чудом. Я бы при том шар оставил. Короче. Добавить мне нечего по игре. Поэтому давайте так. Свое заключение. Катка не особо объективная, потому что вот противники какую-то там хрень собирали. Единственное, вот, что за рыцаря он не хрень собирал, за 6 богов тоже не хрень собирал, а вот чел на 2-м месте какую-то реально хрень собирал, поэтому он мне так легко откис. Но в целом 39 раундов, он зашел в топ-2 на такой сборке. Да я думаю, норм. Ну а так, мне кажется, я воинов не раскрыл до конца. Но в целом на них приятно даже стартовать. То есть, если тебе рано пришло 6 воинов, ты спокойно себе чилишь. Если у тебя керри Хускар есть, то вообще кайфуешь. Но если, конечно, керри Хускара нету, то да, грустно. Если бы у меня еще рано пришел Дум и Кунка, там был бы вообще развал. Короче, просто прикольная лайтовая игра на воинах. Вот так, чисто по-мужицки, чисто воины. В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто еще до сих пор на меня не подписан. На мой телеграм-канал тоже подписываемся. Все ссылки закреплены, если что, в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.